Всем привет, это канал Loud Sound, и у нас сегодня стартует новая рубрика «Секреты настроек автозвука». Мой опыт касается автозвука, но эти все вещи, которые вы узнаете, можно применять и в обычном звуке, в домашнем, в принципе, практически везде все схожее. Главное всегда понять принцип. Я буду делать это более понятно, более просто, чтобы вы могли показать это вашей маме, чтобы она пошла и настроила вашу аудиосистему. Начинаем мы рубрику с настройки кроссовера. На мой взгляд, это наиболее важная часть настройки, с нее я всегда начинаю. Если неправильно настроен кроссовер, вы можете не вытащить максимум громкости из динамиков, вы можете спалить динамики, и динамики могут звучать неправильно. У нас есть весь диапазон частот, и мы его изобразим вот так прямой линией. Условно разделить его можно на три части, их на самом деле чуть больше, но условно мы можем разделить его на бас, средние частоты и высокие частоты. И когда вы заходите в настройки кроссовера в магнитофоне, если он развитый, вы обычно видите вот такую картину. Как правило, кроссоверы развитые у нас всегда трехполосные. Это сабвуфер, мидбас и высокочастотник. Но бывают такие магнитолы, как 99-й Пионер. У них может быть полос больше. Такую картину вы видите сразу, как только зашли в настройки кроссовера в магнитоле, либо в процессоре. Вот это наиболее распространенная и наиболее понятная визуализация звука. То есть, где звук будет переставать играть и насколько круто. Итак, мы зашли и видим такую картину. Вот так у нас выглядел весь диапазон частот. Если мы распустим кроссовер, как правило, большинство кроссоверов позволяют это сделать, то у нас, собственно, такая картина и получится. Вот эти линии все выровняются, и это будет означать, что все три полосы у нас играют весь диапазон частот. Это очень неправильно, и так делать нельзя. Почему? Если у нас твиттер не будет порезан в этой точке и не будет переставать играть на этой частоте, а будет продолжать играть частоты ниже, он, скорее всего, сгорит. Твиттеру придется воспроизводить частоты, на которые он не предназначен. В случае с сабвуфером, если мы его распустим, и он будет продолжать играть частоты вверх, он будет гудеть, воспроизводить голос. Соответственно, будет также ограничение мощности, дерьмовый звук и так далее. По мидбасу то же самое, как с пищалками снизу. Мидбас может сгореть или пердеть. Если неправильно его порезать сверху, как правило, это ничего страшного. Вот эта часть кроссовера, она самая, как скажем, прощающая. Здесь можно распускать вверх, играть с этим срезом. Ничего страшного не произойдет. Динамик вот поверху мидбасы либо среднечастотники, они имеют естественное затухание. И если там будут частоты, которые они не могут воспроизводить, они просто будут ограничены в мощности немного. Ну и, возможно, если вот эти диапазоны у вас пересекутся, если что-то будет играть твиттер, что-то среднечастотник, вы получите здесь горб. Здесь вот на этом этапе будет интересно многим людям ответить на вопрос. Меня очень часто обвиняют при настройке, что у нас настройка выглядит вот таким образом. Частоты пересекаются и спрашивают, что у нас происходит вот в этих местах. То есть здесь провал звука, говорят, а что у вас воспроизводят частоты, допустим, если у нас здесь 63, а здесь 125, что у нас воспроизводят частоты вот между ними. Если у вас на кроссовере стоят такие срезы, это еще не значит, что вот здесь у вас полная тишина. Здесь будет, скорее всего, звук. И вот в этом самая большая сложность и тонкость настройки. Это нужно слышать. Невозможно по цифрам ничего настроить. И всегда меня спрашивают, насколько резать мидбас. Я говорю, это только на слух. Есть какие-то отправные точки, да, какие-то стандарты, основы. Но очень часто приходится менять порядок либо срез. Что такое порядок либо срез? У всех сейчас каша уже в голове, те, кто не разбирается. Я сегодня все вам подробно разжую, расскажу. Если останутся вопросы, соответственно, пишите их в комментариях. Мы подошли к порядкам и срезам. Итак, возьмем какую-нибудь одну частоту, например, это сабвуфер. Изначально сабвуфер со всеми выключенными фильтрами играет все частоты. Нам нужно получить от него только необходимые. Способов сделать это много. Первый – это срез на магнитофоне. Он у вас будет называться LPF. В новых магнитолах, конечно, очень хреново это все локализовано и переведено. Оно и на английском может звучить дерьмово, и на русский переводят. Там вообще получается там настройка НЧ может быть какая-нибудь, там будет какая-то частота, какие-то минус 24 дБ. Люди не понимают, что это значит. В настройке сабвуферах LPF, оно же, как правило, называется,
Есть три показателя. У каждого, в принципе, фильтра, о котором мы будем дальше говорить, есть три показателя. Это громкость, назовем ее gain, частота среза, frequency ее еще часто пишут, назовем ее фрек, и крутизна среза, крутизна характеристики затухания, порядок ее еще называют, обозначим ее как slope. Чаще всего она обозначается именно так. Вот в настройках кроссовера каждая из этих полос вы можете управлять в трех направлениях. Gain у нас будет регулировать громкость этой полосы. Соответственно, если мы будем крутить гейн на сабвуфере, у нас будет просто тупо увеличиваться или уменьшаться громкость сабвуфера. Фрек – это частота среза. Грубо говоря, вот смотрим сейчас вот эту линию, на которой у нас играют все частоты. Здесь мы можем выбирать, допустим, там 30, 50, 63, 80, 100. Как правило, сабвуфер режут на 50-63 Гц, ни ниже, ни выше. В очень редких аудиосистемах это делается ниже и выше. 63 Гц мы режем, как правило, в SQ-шных системах, когда нам надо больше получить частот сабвуфера и состыковать хорошо их с мидбасом. В давильных системах эти частоты, как правило, не нужны, они гудят, воспроизводятся, как правило, в SPL-ных системах. В машинах, которые давят на этих частотах, там 55, 60, 65, здесь, конечно, срез уже лучше ставить на 80 или выключать вообще, это уже тонкости настроек. Итак, выбираем частоту, как правило, в давильной системе надо начинать с 63, режем на 63, и это у нас и будет frequency, частота среза. И звук у нас от самых низких частот к самым высоким начнет на сабвуфер прерываться на частоте 63 Гц. Это не значит, что после 63 Гц сабвуфер перестает играть. Он дальше начинает играть тише. И вот насколько он тише начинает играть, это и называется крутизна характеристики затухания или порядок. Этот параметр у нас измеряется в децибелах. Чтобы не усложнять, что такое октава, да, он указан в децибелах на октаву. Предположим, что октава это у нас вот столько частот. Вот сколько в пределах этой октавы будет звук становиться тише, например, это будет 24 децибела, это и есть крутизна. Вот эти вот страшные цифры, которые вы видите, 6, 12, 18, 24, там 36, 48, это все порядки, либо крутизна. То есть в идеале на самых крутых магнитофонах или процессорах, уже не вспомню, по-моему 46, то есть звук у нас будет практически полностью пропадать после этой частоты. Самый минимальный порядок, как правило, 6 дБ на октаву. И звук у нас здесь просто очень плавно будет затухать. Понятно, что сабвуфер будет продолжать играть эти частоты до того момента, когда вот эта вот линия не уйдет в ноль громкости. Этот ноль громкости, он не абсолютно, он зависит от громкости, на которой вы сейчас в данный момент слушаете систему. То есть, допустим, если на какой-то громкости у вас этот звук уже перестает в этой точке воспроизводиться, вы поднимете громкость и его услышите. Это тоже одна из тонкостей настроек. Иногда, чтобы получить нужные нам частоты, нам нужно гейном поднять весь вот этот диапазон, бенд они называются еще, да, в магнитофонах, и играться вот с этой штукой. Давайте на примере рассмотрим. Вы настроили сабвуфер, срезали его на 63 Гц 24 дБ на октаву четвертым порядком, но вас не устраивает слишком большой гудеж. Вы опускаетесь на 50 Гц, срезаете его также 24 дБ на октаву четвертым порядком. И в этом случае вы сталкиваетесь с тем, что необходимые вам частоты перестают воспроизводиться, вам дискомфортно, вам хочется получить их больше. В этом случае мы начинаем двигать крутизну характеристики. То есть вот частоты, которые вы не слышите, возможно, здесь подтянутся где-то, уменьшив крутизну, и вам будет комфортно. То есть здесь, возможно, надо будет порезать 18 дБ на октаву. Дальше мы можем играться эквалайзером, к нему мы тоже подойдем. То есть эквалайзер у нас выглядит примерно это то же самое, что кроссовер, но мы там не так резко отсекаем частоты, а можем их поднимать или опускать. Где встречается LPF? Ну, первое это магнитола, второе это усилитель, внешний процессор, значит, пишем. Далее он может встречаться в кроссоверах, то есть их называют пассивные кроссоверы. Это то, что стоит в дверях, это самый плохой тип фильтрации, вы не можете там практически ничего поменять, ну, кроме продвинутых кроссоверов с джамперами, там бывает переставляется, там можно менять крутизну, частоту, еще кучу разных параметров, вот в аудиосистеме я недавно это видел.
Это геморройно, не нужно, и в любом случае, мне кажется, лучше от такого кроссовера отказаться, поставить процессор полноценный и резать частоты правильно. Пассивный кроссовер. Или еще бывают такие вещи, как активный кроссовер. Схожая вещь с внешним процессором, но во внешнем процессоре вы настраиваете цифровой сигнал через, как правило, ноутбук, либо какую-нибудь управлялку, типа RUX их называют еще. А в активном кроссовере аналоговое управление, вы там регулируете частоту, крутизну, громкость с помощью крутила. Редкая вещь, редко встречается, редко в продаже. У нас были в какой-то момент, сейчас, может, остались, ну, не пользуются популярностью, хотя вещь хорошая, она очень недорогая, она простая в установке, но они, как правило, очень негибкие в настройках, хотя могли бы развивать эту идею многие производители. Это гораздо дешевле, чем внешний процессор. Как это выглядит и что крутить? Конкретный пример. На магнитоле, как мы уже написали, это будет LPF, и после нее будут цифры что-нибудь вроде 0, 100, 18. Вот как мы уже выяснили, 0 это будет gain, скорее всего, 100 это, соответственно, частота, и 18 это будет крутизна. Повторюсь, очень часто называют по кривому, пусть вас это не смущает, ищите вот эти цифры, скорее всего, вы их найдете. На усилителе это крутилочка, всеми любимая LPF. Она, как правило, ограничивает высокие частоты от, допустим, 150 до, например, 50. И очень много случаев, прям вот колоссальное количество случаев, особенно когда устанавливают новый усилитель, особенно когда устанавливают горе-мастера, они здесь этот показатель, думая, что это что-то вроде бас-буста или громкости, вот когда не разбираются, выкручивают вот сюда в минимум. Это не минимум, это максимум среза получается, и сабвуфер у нас не играет частоты выше 50 Гц. Эта цифра бывает и ниже, например, бывает 35. Если вы порежете сабвуфер сверху на 35, у вас вот этот диапазон частот сабвуферный, он просто здесь будет переставать плавно играть. Соответственно, к нам часто приезжают с невалящей басухой, крутишь эту крутилку на максимум, и басуха появляется. Что настраивать? У нас, соответственно, допустим, у нас стоит магнитола с этим фильтром, допустим, у нас стоит и внешний процессор, и, допустим, у нас еще, конечно же, есть усилитель на сабвуфер. То есть у нас получается целых 3 фильтра LPF. Какой из них крутить? Ответа однозначного нет. Чем меньше, тем лучше, как правило, потому что фильтры чуть-чуть звук все-таки портят. Поэтому, если вы справляетесь одним фильтром, лучше накрутить какой-то один. Например, если вы на магнитоле накрутили его на 63 и вас все устраивает, пусть на процессоре он будет распущен, на усилителе также можно его поставить на максимум, то есть он не будет ничего обрезать. Но, как правило, можно вот этими вот крутилками довести более точно. Ну, если у нас стоит внешний процессор, как правило, все фильтра везде могут быть отключены при правильном подключении. Все может быть порезано с процессора. Я думаю, про настройку процессоров у нас отдельное видео будет, там я это расскажу более подробно. Если у нас стоит вот самая распространенная компоновка, это магнитола и усилитель под сабвуфер, можно накрутить только на магнитоле, на сабвуфере распустить. Либо подкручивайте, пока вы не услышите, что вас все устраивает. Ну, там особой разницы не будет, просто тупо потому, что вот этот показатель slope, крутизна, характеристики затухания, на магнитолах она всегда круче, чем на усилках. На усилках она, как правило, второго порядка, то есть усилитель нам будет обрезать звук не очень резко, а с магнитолы, соответственно, он будет тушить звук гораздо раньше. И если у вас вот здесь с магнитолы сигнал уже выйдет обрезанный и пойдет в сабвуфер, то вот этих частот и так не будет. Вот этим фильтром можно, в принципе, испортить звук. Это слышат только SQ-шники. Я не слышал, чтобы там его крутишь, что-то портилось. Ну, поиграться можно, но как бы смысла вот на графиках в этом нет. Дальше, опять же, настройка на слух. Дальше high-pass фильтр в случае для третьей полосы. Рассмотрим регулировку вот этого канала, либо полосы, либо бенд это может называться, на примере настройки мидбаса. Далее перейдем к середине и потом я расскажу, как настраивать твиттер. Итак, HPF High Pass фильтр. Фильтр, который отсекает от диапазона нижние частоты. Где он встречается? Точно так же по аналогии с фильтром низких частот. Он может быть в магнитоле. Практически во всех он есть. Разница только в показателе frequency,
Как правило, в дешевых магнитолах он ограничен на 250. В процессорных же магнитолах вы можете регулировать его очень далеко, как вниз, так и вверх. Во внешних процессорах, соответственно, тоже. А вот на усилителе у нас происходит такая интересная вещь. Это до сих пор бич автозвука, мирового даже, наверное. Фильтры HPF в усилителях, они, как правило, очень поганые. И выбирать приходится между поганым и очень поганым. Круто, когда в усилителе есть развитый фильтр, ну таких усилителей на самом деле по пальцам пересчитать, но сейчас их производят все больше и больше. В основном те производители, которые получают обратную связь от людей, использующих эти железки. Если мы возьмем бренды, давно устоявшиеся на рынке, они до сих пор вот клепают, штампуют усилки, и там вот как повезет. Бывает раз и вышел усилитель с хорошим развитым фильтром. Но, как правило, фильтры в усилителях ограничены 250 Гц, 500 и, в принципе, вот 500 это вот самое большое, что вы можете увидеть в усилителе. Сейчас будем рассматривать диапазон средних частот. На них может висеть мидбас, может висеть середина, может висеть и то, и другое. Сейчас будем рассматривать один динамик. Соответственно, фильтр высоких частот нам нужен для того, чтобы от динамика отрезать низа. Для чего это нужно? Формула очень простая. Часто спрашивают, насколько резать мидбас. Нет такого ответа. Чем ниже вы его порежете, тем больше он будет воспроизводить низких частот. Будет появляться панч. И если динамик хорошо управляется, если он не пердит, не хрипит, нету искажений, он будет воспроизводить эти частоты классно. Вот здесь вот самый сок, вот исходя из опыта я говорю. Если вы грубанете с настройкой сабвуфера вверх, вы не получите панч. У вас будет сабвуфер гудеть, он не успевает так отрабатывать. Хороший мидбас в хорошем объеме при срезе в 50-60 Гц снизу будет стучать так, что будет за душу брать. Но есть проблема. Он при этом выходит на большой ход, мощность нужна подаваемая тоже большая, и риск его спалить большой. Соответственно, он может хрипеть. Так вот, эта частота нам нужна как раз для того, чтобы с динамика вытащить больше. Как только вы будете поднимать громкость, у вас будут расти вот эти искажения. Простейшая настройка мидбаса, которую я вам обещал, выглядит очень просто на самом деле. Вы ставите мидбас на 50 Гц, слушаете кайфовый панч, слушаете кайфовый мидбас, и начиная поднимать громкость, вы слышите, что динамик начинает у вас хрипеть и издавать искажения. Вот в этом случае вы начинаете двигать показатель frequency. В герцах он будет измеряться, соответственно, с 50 вы поднимаете его на 80, у вас пропадает чуть-чуть бас с динамика, но динамик играет уже более чисто, не хрипит, и риск спалить его, соответственно, меньше. Дальше по старой схеме поднимаете опять громкость, пока динамик не начинает играть так, как вы не хотите, и так до бесконечности. Многие слушают мидбасы на 125 Гц, то есть у нас после вот этой частоты мидбас не воспроизводит практически звуки, играет уже по сути как среднечастотник. Чаще всего такой срез используется в системах, ну как в простонародье говорят, кричащих, для негров и так далее. Если вы слушаете негров с жуткой басухой, поверьте мне, вам вот этот вот диапазон особо с мидбаса и не нужен будет. Просто потому, что даже если у вас будет отличный панч, но басуха будет гораздо выше уровнем громкости, вы просто этот панч не услышите. У вас будет басом забивать все, а динамики будут по сути играть в никуда. Поэтому вот эта сложность громких систем, самое сложное звено, я бы сказал, это мидбас. Потому что мы можем сделать сумасшедший вверх, поставить драйвера или рупорных твиттеров миллиард штук. Мы можем сделать сумасшедший бас, там поставить много мощности, хороший короб правильный, хороший салон прошумленный, провиброизолированный. Но для мидбаса нужен объем, и вот в это все упирается. Сейчас уже выходят на улицу, делают тылы, делают системы, которые в принципе уже как бы не автозвук, а автомобиль там в роли перевозки этой системы выступает. В салоне, чтобы подогнать вам под уровень низких частот, высоких и средних частот мидбас, вам нужно много объема, много динамиков, и, как правило, их не хватает. Идеальный вариант — это когда вы слушаете на громкости выше среднего музыку, и вам не надо вот забивать двери динамиками, делать эти калитки, не надо бас делать, разрывающий машину. Когда вы уже не эскьюшник, но еще не отбитый спельщик, вы обойдетесь в принципе двумя штуками мидбасов в каждой двери на один среднечастотник. И там 1-2 твиттера в зависимости от модели. Тогда уровень мидбаса может в принципе подняться до уровня баса и средних частот, и можно мидбасы в этом случае срезать ниже и наслаждаться панчем. Ну, опять же, к
с ростом громкости мы сталкиваемся вот с этой проблемой. По аналогии с LPF, HPF мы можем крутить на магнитоле, можем крутить на усилителе. И вот в случае с HPF, как правило, очень часто нужны оба фильтра, просто потому что у вас магнитола с дерьмовым фильтром и у вас усилитель тоже с фильтром не очень. И, возможно, нужно будет задействовать оба фильтра, чтобы побольше убрать вот этих частот с динамика, чтобы вы могли дать побольше громкости. Фильтр HPF в случае с мидбасом нужен, как правило, до 200, ну там максимум бывает до 250 Гц. И то, когда у нас речь идет о низкоиграющей середине, например, в любом случае так резать мидбас глупо, он должен воспроизводить именно частоты там с 60 по, грубо говоря, там 300-400 Гц. Для этого мидбас настоящий и нужен. У вас, наверное, возникает резонный вопрос, почему, если мидбас нужно резать там максимум до 200 Гц, я сказал, что это проблема на рынке автозвука, что фильтра HPF бывают там до 500, до 250. На самом деле этот фильтр может пригодиться нам дальше. Мы сейчас будем плавно переходить к средней частоте, и тогда нам нужно будет делать срез уже гораздо дальше, то есть отсекать частоты, начиная там с 300, с 400 Гц. Но самая главная проблема заключается в том, что иногда нам этот фильтр нужен для того, чтобы обрезать частоты на твиттерах. Твиттеры можно обрезать несколькими способами, сейчас мы к ним тоже подойдем, но забегая вперед, один из них это усилитель. Если у вас нет на магнитоле фильтра, если у вас нет процессора, магнитола это не процессорная, вы пускаете всю полосу на твиттер и он горит. Выходов здесь несколько, я сейчас к этому подойду. Но сейчас, возвращаясь к HPF на усилителях, усилители с развитым HPF до 4000, до 8000 есть такие фильтры. Они также могут писать 8 кГц, я надеюсь. Азы не надо объяснять. В этом случае, несмотря на то, что порядок будет, скорее всего, второй, вы можете обойтись малой кровью. То есть, если у вас и магнитола не процессорная, и отсутствует внешний процессор, спасти вас в лучшем случае может только усилитель. Есть еще худшие варианты, сейчас я про них расскажу. Ну вот, если вы хотите усиливать сигнал на твиттеры и правильно его порезать, ищите усилители с, не дописал нолик, ищите усилители с фильтрацией не ниже 4 кГц. Далее мы переходим к чему? К фильтру LPF, как это не парадоксально, но мидбас нам нужно будет, скорее всего, порезать и сверху тоже, если мы правильно хотим его использовать. В большинстве систем мидбас режут, громких систем, я сейчас буду рассматривать громкие, 125 Гц. Таким образом можно влить в него мощи, он будет хорошо орать, и в этом случае нам будет нужен весь диапазон. То есть, чтобы он играл в середину, чтобы он орал и доигрывал максимально, куда он может. В этом случае нам фильтр LPF может пригодиться только для того, чтобы усилить громкость на этом диапазоне, но незначительно. Он будет затухать естественно, и если вы его не срежете сверху, в принципе, вы мощность ограничите, но на уровне, так сказать, риска. То есть вы не будете слышать там особых каких-то искажений, он не будет пердеть, но частот на него будет лететь больше, соответственно, больше мощности, и в таком случае динамик будет больше перегреваться. Поэтому даже в таких системах, где мидбас должен орать, желательно иметь фильтр LPF. И вот здесь вы приходите к тому, что усилители, которые могут работать и с этим фильтром, одновременно их единицы. Там, как правило, это на усилке называется бандпасс. У нас переключатели в основном на усилители бывают OFF, HP и LP. Вот. У нас работает или фильтр низких частот, и мы можем обрезать частоту сверху, или фильтр высоких частот и снизу. Чтобы работали одновременно два, у нас очень часто бывают в последнее время усилители, написано бандпасс. С фильтром LPF у нас на усилках также будет проблема. Фильтров распускающихся очень далеко, очень мало. Как правило, LPF фильтр на усилителе может заканчиваться на 250 Гц. И для правильной аудиосистемы нам этого хватит. Сейчас я расскажу, что в моем понимании правильная аудиосистема. Но если вы захотите подрезать его выше, если у вас нет процессора или процессорной магнитолы, большинство усилителей это не умеют. Приведу пример. Вы ставите двухполоску, у вас твиттер и мидбас. Соответственно, средней частоты нет. Вам нужно с мидбаса вытащить все частоты. Магнитофон у вас говно,
процессора у вас нет, какой усилитель выбрать, с бандпасом подороже или только HP или только LP подешевле. В случае подешевле с фильтром LP у вас, скорее всего, фильтр будет вот здесь, и вы не получите звука никакого здесь. Ну, то есть среднечастотника у вас нет, и мидбас, если не будет играть вот эту частоту, все пропало, ну, звук будет говёный. Соответственно, у вас два выхода. Либо взять этот усилитель и использовать на нем только фильтр HP, если он нужен. Может, порежете с магнитофона и вам хватит. И вы, в принципе, здесь поставите на off и забудете про этот фильтр. И в таком случае у вас мидбас будет играть все частоты до упора. Если вы берете двухполоску и мидбас будет играть все, фильтр LPF вам не нужен. Ни на усилителе можете про него забыть, ни тем более на магнитоле. Вы ставите HPF, срезаете его, как я уже рассказал, в зависимости от громкости, которую вы будете слушать, и забываете. В правильной аудиосистеме. Правильными аудиосистемами я называю трехполоски, когда у нас твиттер, средняя частота и мидбас. И когда мидбас у нас подрезан сверху очень рано. Это очень больно для многих людей. В Ставрополе, я не знаю, до сих пор у людей это там на уровне антирелигии какой-то. Им надо вытаскивать максимум громкости. Если вы будете резать мидбас сверху фильтром LPF, соответственно, он не будет воспроизводить середину, попросту орать, он будет просто стучать. И вот этот стук вы можете вывести просто в идеал, но это будет просто обычный там глухой стук, бас-гитара где-то там на верхах, и все. Дальше он не будет играть. Вы очень сильно потеряете в громкости аудиосистемы, но сможете вытащить очень крутой панч. Насколько резать LPF? Тоже очень часто задают вопрос, нету ответа, надо слушать. Здесь все чуть сложнее, чем я объяснил с настройкой HPF. То есть HPF мы поднимаем громкость и убавляем фильтр в верхнюю сторону, чтобы низов летело на динамик меньше. Но в случае, если у вас есть LPF, вы можете двигать эти показатели друг навстречу другу. То есть вы можете выставить HPF, поднимая громкость, и потом, если вам все еще тихо, вы хотите больше панча и больше громкости, играться уже с фильтром LPF. Такой фильтр при правильном использовании мидбаса позволит опуститься где-то при большой достаточно громкости на 80 Гц, в некоторых особо отбитых случаях и даже на 63, то есть динамик будет очень хороший бас выдавать такой, я это даже мидбасом не могу уже назвать, это уже ближе к басу. Будет хороший стук, глубокий, громкий, но в этом случае у вас, если вы один этот динамик запустите, не включите твиттеры, не включите среднечастотники, вы будете слышать такую хрень, такую кашу, у вас будет греметь обшивка. Даже если вы вот супер шумоизолятор, у вас по-любому где-то что-то загремит. Здесь очень часто все боятся и думают, что я фильтр настроил неправильно. Просто включите середину, донастройте ее, и вот это все призвуки, вся каша, она у вас загладится среднечастотником. Это вот один тоже из секретов настройки. Очень часто плохой звук нужно не убирать, а маскировать другими полосами. Тоже очень важная вещь, очень распространенный случай. Люди настраивают динамики по отдельности и не хотят послушать, как потом будет, как они будут звучать вместе. Их надо настраивать и так, и так. То есть настраиваете отдельно, подключаете другую полосу, настраиваете их вместе, потом отключаете, если вам нужно послушать только эту полосу и так далее. Настройка в очень много этапов длится. На слух, но все-таки сколько это примерно? У многих вопрос. 500 или 300 или 250. Опять повторюсь, только на слух. Бывают абсурдные вещи. Бывало, что выглядит это очень жутко, что это выглядит вот так. Что мидбас играет настолько ограниченный диапазон частот, и людей это тоже пугает. Они думают, ну что это такое, у меня мидбас играет там от 60 до 150. Это неправильно. Это правильно, если это звучит правильно. Вот я всегда так говорил. Люди спорят, говорят, там мне цифры какие-то начинают. Если я слышу, что это нормально, я всегда так и сделаю. Допустим, у вас середина, которая просто нереально перекрывает вот этот диапазон, она низко забирается, она очень громкая, хорошая. Вам и не нужно будет, чтобы мидбас гудел вот эти верхние частоты. Пусть он лучше играет громче, чище, но уже диапазон частот. Вот этот вариант тоже бывает.
Ну, если говорить вот о средних цифрах, то, как правило, Midbass доигрывает вот при такой настройке до 200-250, иногда и выше. Если играет хорошо, почему нет? И системы бывают капризные, в которых среднечастотник очень кастрирован, тогда у вас выбора не будет, вам нужно будет тянуть Midbass вверх. Самый распространенный пример — это штатные аудиосистемы BMW. Там эти подседельники я распускал и до 1,2 кГц, до 800, тоже на слух. И потом надо очень сильно их донастраивать эквалайзером, потому что в этом диапазоне частот динамик там в этом полу, вот инженерам BMW еще раз привет, происходит просто нереальные вещи с амплитудно-частотными характеристиками, и там надо просто исполнять иногда с настройкой. Вот настройка аудиосистемы в BMW кастомной, но в штатных местах, у меня бывало заняла в один день 4 часа, и на второй день я ее еще 5 часов крутил. Бывают аудиосистемы, которые сразу заиграли, чуть подкрутил, и все круто. Итак, Midbass настроили. Если слушаете громко, LPF вам не нужен, подрезали снизу относительно громкости. Если вам нужно больше панча, больше качества, обрезайте и сверху, и снизу, двигайте фильтры друг навстречу другу. Я прошу вас не забывать, что фильтры есть и в магнитоле, и в усилителе. Если вы вот сейчас видите все, что я вам говорю, и вы думаете, у меня такого фильтра нет, Midbass, возможно, будет срезан на магнитоле снизу, а сверху на усилителе. Такие варианты тоже возможны, если позволяет фильтр LPF на усилителе. Переходим к средней частоте. Соответственно, мы настроили сабвуфер, настроили Midbass, где у нас находится середина. В случае, например, с 99-м Пионером или с процессорами, такими как Bit One, не Bit 10. Bit 10 у нас имеет 3 полосы всего, Bit One 4. В случае вот с 99-м Пионером мы увидим вот такую картину. И вот здесь все просто супер шикарно. Даже у нас снизу есть срез на сабвуфере и сверху на твиттере. Делайте все, что хотите со звуком на Пионере 99. За это он и ценится. Самое, что в нем важное есть, это кроссовер. Вот то упущение, которое сейчас сделали Sony, RSX G9, новая магнитола, как бы убийца 99-го, но она не то чтобы не пошла, я про нее вообще ничего не видел, не слышал, ну, даже в руках ее не держал. Действительно, очень магнитофон непопулярный. Был бы в нем вот такой кроссовер, они бы даже в своей цене очень хорошо продавались. В случае с 99-м Пионером у нас все понятно. Мы настроили сабвуфер, мы настроили Midbass сверху, снизу. Обратите внимание, что здесь у вас все с магнитолы может быть настроено и с самыми крутыми порядками. Вам не нужен процессор внешний, активный кроссовер, вам не нужны фильтры на усилителях. В случае с настройкой 99-го я, как правило, все фильтра на всех усилителях выключаю, выкручиваю гейны там больше половины и начинаю настраивать здесь. Здесь у нас хватает всего, и срезов, и громкости, как правило, в усилки лазить уже не надо. Но если у нас трехполосный магнитофон, например, Alpine старый 55, у него настройки выглядят именно так. Мы можем на одном отрегулировать сабвуфер, на другом отрегулировать твиттеры, и остается один. Как быть в таком случае? У нас подключен сабвуфер к сабвуферному звену, здесь все понятно. У нас подключены твиттеры к твиттерам, тут тоже все понятно. Но у нас еще есть среднечастотник и Midbass. Куда их подключить? Здесь есть схема, я ее рисовал еще, не знаю, лет 5 назад. Очень просто подключить такую систему. Будет небольшое ограничение по настройке, но оно вообще не критичное в принципе. Предположим, что вот и среднечастотник, и Midbass у нас играют от 4-канального усилителя, а в усилитель, соответственно, вы подаете всего одну полосу. На каком-нибудь двухканальнике у вас висят твиттеры, на каком-нибудь моноблоке у вас висит саб. Здесь у нас 2 входа и всего 1 выход на магнитоль. Что делать? Мы берем этот выход и через Y-кабели его раздваиваем. Подрезаем снизу на той частоте, на которой у нас будет играть Midbass. Среднечастотнику это частота по барабану, сейчас объясню почему. Например, это будет 80 Гц. И, соответственно, сюда в усилитель у нас уже заходит сигнал, обрезанный на 80 Гц. Всю полосу дальше он играет у нас до фильтра LPF. Что резать фильтром LPF в данном случае? В данном случае фильтром LPF резать среднечастотники, где они будут заканчивать играть. Можно резать, можно не резать, как я уже говорил, это самая некритичная частота. Очень часто она даже распущенная играет лучше, когда серединка добавляет твиттером. Надо ее включать в том случае, если вы хотите получить максимум громкости с среднечастотника, да, больше ему дать, ну это в меньшем количестве случаев, а в большем количестве случаев, если середина режет уши. Бывает такое вот, задрана середина, весь этот канал вы убрать громкость не можете, потому что у вас вместе с ним уйдет Midbass. На усилителе вы этот канал подкрутить ниже также не можете, потому
потому что вместе с раздражающей вас частотой, как правило, это 2, 3, 4 кГц, уходят все остальные частоты. Вот, что делать? Здесь мы можем играться, первое, эквалайзером, да, убирать эти частоты на эквалайзере, а можем подрезать среднечастотник сверху. Часто мы режем среднечастотники на 5 кГц, даже на 4 кГц бывает, чтобы они дальше не орали. Так вот, остается один фильтр, как нам подрезать, собственно, среднечастотник. 80 Гц для среднечастотника будет очень круто. Он не сможет играть вот этот диапазон, он, скорее всего, сгорит, либо будет пердеть. В этом случае нам как раз и нужен фильтр HPF на усилителе. Мы подрезаем на усилителе тот канал, который у нас выходит на среднечастотники на 300, 400, 500 Гц, в зависимости от того, насколько низко нам нужно, чтобы играла середина. И LPF, соответственно, на магнитофоне будет ограничивать ее сверху. В случае с мидбасом, да, вы спросите, вот ты говорил правильно резать мидбас тогда сверху LPF. Здесь нам нужен фильтр LPF на усилителе. То есть мы HPF подрезаем серединку, которая недорезана с магнитолы, а LPF отрезаем от мида верхние частоты, если это нужно. Вот здесь тоже мы ограничены вот этими фильтрами. Если у нас LPF, например, какой-нибудь до 120 Гц, то мидбас, скорее всего, не получится у нас подрезать, потому что он слишком рано будет переставать играть. Желательно здесь иметь фильтры до 250 или выше. Фильтр HPF на усилителе для среднечастотников также очень часто его бывает не хватает, вот особенно в усилителях там старых, ну почти старых, так скажем, переходного периода Gladden. Там были фильтры 175 Гц и выше не поднимались. То есть средняя частота у нас должна была доигрывать до 175, и мы больше ничего не могли сделать и нигде. То есть у нас есть фильтр HPF здесь и на магнитоле. Если мы поднимем на магнитоле его слишком круто, у нас мидбас перестанет нормально играть. Выбирайте усилителя, чтобы там был HPF очень богатый. Ну, минимум я бы смотрел 400-500 Гц, чтобы были такие фильтры. Если 300 Гц, это уже на грани фолл. Ниже 300 серединку громкую, как правило, опускать не стоит. В SQ-шных системах и до 200 можно, в принципе, ну, тоже в зависимости от того, как играет система. Если серединка вывозит и нужна с нее громкость, там ничего страшного, если она будет играть от 200, от 250 или даже от 160. Такие случаи бывают. Что я нарисовал? Если это непонятно, я думаю, сейчас половины каши в мозгу. Еще раз, вот она картинка. Заскриншотьте ее или ВКонтакте у меня возьмите. Она у меня есть в фотографиях профиля. Идеальное, наглядное, супер простое пособие, как подключить трехполоску, когда у вас всего 3 выхода на магнитоле. Да, по сути, двухполоска плюс САП. Твиттер. Остается твиттер. Ну или высокая частота. Да, мы определили, что у нас весь диапазон частот от самых низких, грубо говоря, 20 Гц. Ниже вы уже не услышите, до самых высоких 20 кГц. Многие пишут на усилителях, что он играет до 40, там, до 30. Херня это все. Взрослый человек больше 16 не слышит. Дети могут услышать там от 16 до 20. Что-то чуть-чуть может добавляться, но в общем тракте на нормальной громкости вы не услышите частоты выше 16. Вот посередине у нас где-то 500. И мы разобрались, что это у нас сабвуфер, он, как правило, играет до 63. Здесь у нас находится мидбас и среднечастотник в этом диапазоне. Они играют от 63 до примерно 8 кГц, как правило. Есть среднечастотники, которые играют и выше. И, соответственно, высокая частота. Она начинается в SQ-шных системах, режут на 3 и на 4 и даже ниже, но громко, когда вы слушаете, в принципе, исходя из опыта, если это не драйвер эстрадный, вот такие, может, видели большие магниты там с сумасшедшими мембранами, к которым потом рупор еще прикручивается, вот эти вот штуки херачат и от 800 и от 1 кГц. Это не для слабонервных звук. Вы могли его слышать, те, кто приезжает на соревнования в Ставропольской Калине, братьев Харченко. У них стоят такие драйверы. Вот, они играют очень громко на низкой для твиттеров частоте. Соответственно, твиттеры можно разделить как бы вот на 3 типа. Это вот обычные маленькие шелковые игрушечные SQ-шные. Короче, понаписал я тут, понаговорил, у меня камера выключилась. Не знаю, на каком моменте точно я остановился. Попробую продолжить. Опустим драйверы и SQ-шные твиттеры. У нас Loud Sound мы настраиваем просто громкий звук в автомобиле. Как правило, рупорному твиттеру эстрадному меньше 8 кГц срез не нужен. В очень редких случаях это 6,3.
Но это на слух опять же настраивается. Ниже можете опускаться в принципе на слух. Будет больше риск спалить, но в принципе еще минимально. Ниже 6,3, если вы порежете на 5, вот тут уже можно твиттер пальнуть достаточно легко. Возвращаясь к вот этому провалу, я про него уже рассказывал. Здесь чаще всего вот этот вопрос, даже не вопрос, а троллинг и происходит. Говорят, а как ты так порезал, что у тебя здесь динамик на 6 перестает играть, а здесь на 8 начинает играть твиттер, что между ними. Я напомню, что крутизна характеристики затухания, она не вертикальная, то есть она не обозначает, что на этой частоте перестанет динамик играть, он на этой частоте начнет затухать, играть тише. Соответственно, у нас может быть здесь было неровно, да, у нас ровные АЧХ могли выглядеть вот так, здесь с горбом как раз на этой частоте. И очень часто мы здесь, подрезая, не уводим АЧХ вниз, а как раз выравниваем. В любом случае, даже если они уходят вниз, иногда вот на этой частоте приглушить их и нужно. Именно на этих частотах может резать уши. Теперь, собственно, к фильтрации. На 8 мы порезали с магнитолы, если она у нас процессорная, либо с процессора, это когда все хорошо. Если всего этого нет, мы сталкиваемся с тем, что HPF фильтр на усилителе, многие его включают, думают, нормально, с твиттера все срезали, а он до 250 Гц. И твиттер у нас херачит от 250. Недавно такая машина заезжала, говорит, все твиттеры спалил, показал, как ему в предыдущем ателье настроили, где он устанавливал. Там все вот стояло на HPF, на усилках, которые там херачили от 500, по-моему. Ну, это в любом случае очень мало. Твиттер в любом случае ниже 4000 уже в принципе не будет играть, он скорее всего сгорит. Это не его частота. Что делать в таком случае, если у вас магнитола не процессорная, да, вот этой штучки у вас нет, если у вас нету процессора и усилитель дерьмо? Самый лучший вариант, самый первый, это купить магнитолу с процессором. И я всем это говорю. Все эти костыли ищут, я вам сейчас и костыли расскажу. Но самый лучший вариант, сейчас они недорогие. Раньше они стоили космос, сейчас можно купить 580-й Pioneer, 981-й Kenwood, 92-й Alpine. Все это порежет вам твиттер. Ну, кстати, Kenwood, я GVC сказал, GVC 981, он их порежет на нужной частоте, но вот там проблема с порядком, затухать будет не очень хорошо. Ждем обновления ПО, это в любом случае проблема ПО. Мы в обзоре GVC это определили, потому что у него процессор стоит такой же, как в Pioneer, а в Pioneer с этим все в порядке. То есть сейчас на рынке вот две самые лучшие модели, которые вы можете купить, это 580-й Pioneer или 92-й Alpine. Либо их версии с диском, это Pioneer 5900, у Alpine, честно говоря, не помню, то ли 193, то ли 195, вот какой-то из них будет и диск, и кроссовер. Ну, по идее, диск сейчас никому не нужен, поэтому выбор сейчас ограничивается 580, либо 92-й Alpine. Еще лучший вариант купить процессор. Ну, это совсем дорого, это я понимаю, что не всем и нужно, да, в простой аудиосистеме процессор это большая роскошь. Давайте рассмотрим костыли, как мы можем порезать твиттер здесь. У нас с магнитолы выходит сигнал, на магнитоле у вас же магнитола дерьмовая, поэтому у вас выходит оттуда максимальный фильтр 250 Гц, он нам не подходит. Усилитель у нас тоже HPF 500, допустим, да, вот возьмем там Kix Cap 49, там 500 и этого мало. Если вы пустите эту полосу на твиттер, он у вас в любом случае сгорит. Ну и играть будет, это хрень будет, это у вас с твиттера будет такие средние частоты вылетать. Недолго он будет играть в любом случае. А самый дешевый вариант за 100 рублей – это купить два конденсатора. Они есть у нас в магазине, очень много споров было по этим микрофарадам, вольтам. В случае с конденсаторами я тоже абстрагировался от цифр. Мы взяли, купили много разных, кидали их на много разных твиттеров. Тестировал их очень просто. Я подключил твиттер к процессорной магнитоле через вот разные конденсаторы. И через каждый конденсатор просто опускал его все ниже, ниже, ниже. И слушал, где появляется звук. Потом, соответственно, в другую сторону находил среднее, что у нас фильтрует, соответственно, конденсатор. Несмотря на кучу теорий, на диванных теоретиков, которые пишут, что что-то будет вам резать на 5, что-то вам будет резать на 1, на 10, на 12. По факту, вот самый лучший конденсатор, он режет на где-то 2-3 кГц. Это очень херово. То есть, возможно, он начинает делать это раньше, он на 5 кГц будет резать, но проблема у нас в порядке. Это фильтр первого порядка получается, и у нас затухание будет выглядеть вот так.
где-то его приглушит, может быть в районе там 2 кГц более-менее нормально. А вот эти все частоты, они будут еще воспроизводиться и достаточно громко. Это самый дешевый способ за 100 рублей. Вы здесь не спалите пищалку, она будет воспроизводить средние частоты. Тут можно уже дотянуть эквалайзером. То есть если у вас более-менее нормальный эквалайзер, вы здесь можете убрать 3, 4, 5 кГц, сколько у вас там на эквалайзере есть, в принципе, довести. Но также стоит не забывать, что вы таким образом начнете душить и средний частотник, потому что у вас эквалайзер один на все полосы, и убивая вот эти частоты, вы будете убивать и середину. Это опять же тонкости настроек. Здесь можно поднимать середину, но это все костыли. Такими настройками мы тоже очень много занимались. И вот я вам скажу, что выводишь звук, да, но потенциал системы ты не раскрываешь. Тупо потому, что громкость в любом случае твиттера нужно опускать, когда он так порезан, чтобы эти частоты делать еще тише. И вам остается вот более-менее вот эти частоты, здесь у вас убито эквалайзером, это хрень, но дешево. Способ я не скажу, что подешевле, чем замена магнитолы, но если вы найдете такой усилитель, это именно HPF на усилителе развитый. Ну, как правило, усилители с развитым HPF и стоят дорого. Там у нас будет в хороших усилках 4, 5, 8 кГц. Но опять же, вы обрежете здесь на 8 кГц, у вас начнется спад, а насколько круто, как правило, на усилках второй порядок. То есть, если магнитола нам здесь убьет звук с пищалки вот так, то усилитель убьет не так круто, и вот эти частоты все равно будут воспроизводиться. Это один из вариантов настройки твиттера в трехполосной системе без процессора или процессорной магнитолы. Подводя итог, надеюсь, видео вам было полезно, хоть я уверен, тут затянуто получилось, уже 12 ночи, я вот его пишу, я извиняюсь, если я что-то забыл или сказал неправильно, ошибся, поправляйте в комментариях, но только очень культурно, некультурных людей я удаляю сразу, без вопросов, не комментарий, а сразу в бан. Никогда не удалял комментарии адекватные, даже если там они моему самолюбию вредят как-то, ну, отвечал всегда, не удаляю. Так что, если видите, что-то сказал неправильно, дополняйте, вы поможете и мне узнать больше, и людям, которые читают комменты. В любом случае, я не претендую на звание гуру автозвука, я просто любитель, который слишком увлекся и вот. Также не забывайте поставить палец вверх, я буду видеть тогда, что вам эта рубрика нравится. И пишите, продолжать ли эту рубрику и что в ней еще осветить. Есть планы рассказать, как настраивать эквалайзер, как настраивать сабвуфер, типы ящиков. И там более подробная настройка, может быть, каких-то компонентов системы. В общем, предлагайте вы. Наибольшее количество комментариев по какой-то теме я, наверное, буду тогда сразу эту тему и освещать. Вы знаете, что вам делать. Всем пока, живите громко. А ты курил коноплю? Ну, блядь, вы записываете? Нет. Костик, все курили коноплю. Все курили коноплю. Вот спроси, сейчас, Тёма, ты курил коноплю? Нет. Он не курил, и я не курил. Ну, все, кроме нас, курили, поэтому нечего стесняться.